Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я решила сделать на классической колоде Таро для вас расклад. В прямом и перевернутом виде я буду смотреть каждую карту. И вопрос мы картам зададим такой. Есть ли вы в его голове сейчас? И будем смотреть, как обычно, на 4 короля по стихии. Давайте посмотрим преддиагностику. Колода большая, не очень удобно мешать. Давайте мы посмотрим и найдем здесь королей, для того, чтобы вы осознали, какой здесь ваш король, какой не ваш. Карты большие, в принципе. Так, я, наверное, буду по-другому, мне не очень удобно. Вот так будем смотреть, искать вашего короля. Конкретно каждого короля. Так, все короли куда-то у нас спрятались от нас, да? Вот первый король, король мечей. Смотрите, он сейчас находится не в очень хорошей энергетике, потому что это может быть связано с какими-то переменами на работе его. И он как бы думает, что, возможно, и что-то в любви у него не так и не эдак, не в ту сторону, да, фортуна повернулась, и на работе то же самое. То есть он как-то настороженно стоит на пороге перемен, которые сейчас он чувствует. Чем уж он их чувствует, я, конечно, не знаю. Вот следующий король, король Пентаклевой, стихия. У него все неплохо, у него есть королева Пентаклей, у них все хорошо. Да, здесь что-то она отвернулась, конечно, от него, может быть, из-за финансов повздорили. Но, в принципе, у него все хорошо. У него и финансовый успех, и в доме все неплохо. Этой королевой Пентаклей можете быть вы, может быть какая-то другая. Следующий король – это король, король чаш. И у него сейчас идут, ну, как бы, он, может быть, хотел бы каких-то перемен, но этих перемен пока у него нет, связанных с каким-то выбором, да, то есть ему нужно сделать какой-то вначале выбор для того, чтобы эти перемены ускорились. А пока что-то как-то у него все медленно двигается. Либо это связано с какими-то делами юридического характера, либо это связано с отношениями. И еще у нас один король остался. Давайте посмотрим, что за король у нас и что у него. Так, король жезлов. Итак, король жезлов. Смотрите, его ожидает какая-то весть. Вообще эта весть неплохая, и он, может быть, даже будет взволнован этой вестью, да, каким-то образом. А ему нужно, наоборот, проявить какую-то, ну, как бы, сохранение эмоционального фона, все-таки, вот так скажем. Итак, если вы в его голове сейчас, мы посмотрим. И это будет первый король мечей, если вы в его голове. Что он нам расскажет? Ну, здесь, конечно, карты показывают о том, что он хотел бы все оставить и пойти навстречу своей любви, да, или пойти в какой-то новый путь, преодолевать препятствия, да. Но он боится, он держится за то, что сейчас есть. Он боится проиграть, понимаете? То есть боится пойти не в ту сторону. Такие вот моменты здесь карты мне описывают. Давайте посмотрим, что в вашей паре сейчас. Что вот в вашей паре сейчас?
все перевернуто, да, все перевернуто, все двигается очень мелкими шагами, нехватка финансов. Здесь очень большое значение придается вашей паре финансов. Не получается то, что двигаться к чему-то новому в ваших отношениях, а получается стоять на том, что есть сейчас. И не менять, и не идти к новым берегам. И вот, ну, это из-за страхов, как я уже сказала, из-за тех страхов, которые у него есть в голове, что сделает он не тот шаг, и у него все, что он копил, что он сохранял много лет, все у него потеряется. Вот здесь такие страхи показаны. В принципе, карты неплохие, и между вами, может быть, и могло бы что-то получиться, если бы вы просто энергетически заставили себя двигаться в более позитивном направлении. Например, вот эту карту, если перевернуть, да, вы стоите на одном пентакле, да, допустим, сейчас у вас один пентакль, мало денег, но вы же можете продумать, как из одного вырастет целый куст, да, и двигаться в этом направлении. Здесь карта того, что вы держитесь за старое, а нового не видите, не идете в новом направлении. А тот ресурс, который у вас отработан уже, он уже отработан, он уже остается в прошлом. И здесь черепаха, улитка, которая еле-еле тащится в сторону того, чтобы изменить ситуацию, связанную с какими-то ценностями или финансами. То есть здесь не хватает каких-то решительных действий со стороны вашего мужчины, но мы посмотрим будущее. Вот как раз мы посмотрим его действия, да, грубо говоря. Ну и действий никаких. Он только эмоционально, его эмоциональное состояние нестабильно, я так вижу, да. И из-за этого у него все выплескивается через край. Это может быть даже человек, который еще имеет и водную стихию, потому что здесь вот очень много эмоционального, ненужного, и все это выливается, а не как бы в хорошую почву, да, а просто мимо. Все вот эти его эмоциональные всплески, они приводят не к тому и не туда. И создают определенные ограничения, он чего-то боится, и, как говорится, из-за этого перемены в ваших отношениях, в вашей жизни, ну, и в других сферах деятельности также они пока запаздывают. Все зависит от того, что человек будет предпринимать, но пока он ничего делать не будет. И я хочу ему совет дать, ему. Ну, ему совет двигаться к переменам, да, сесть на коня, представить себя таким рыцарем и, может быть, преподнести вам какой-то сюрприз. Здесь может быть перемены связаны, вот я уже говорила, да, может быть, водная стихия прослеживается. Вот она, водная стихия. Может быть, взять, как говорится, под контроль те эмоции, которые расплескиваются у него через край, благодаря тому, что он король мечей. Или же просто идти к этим переменам, смотреть в сторону светлую, в сторону любви, может быть, подарить вам какой-то подарок, но это вот чисто ему совет, а воспользуется он им или нет, это, конечно, уже другой вопрос. Давайте посмотрим другого короля. И следующий король – это король Пентаклей. И мы спросим у него, есть ли вы в его голове сегодня, ну сейчас, да, на момент просмотра. Что нам карты расскажут? Этот король довольствуется тем, что есть тоже, да. Он не готов преодолевать препятствия. Но я хочу сказать, что, возможно, то, что у него сейчас есть, оно как раз принесет ему перемены, которые будут известия. Может быть, он думает о том, чтобы вам написать о чем-то, написать, рассказать, что у него, например, то, что даже если он не готов что-то менять в ваших отношениях, но, может, он просто хочет сказать, что
его любовь к вам, она так и сохранилась, она не изменилась, и не собирается он с вами расставаться или там что-то. Вот как она была, так она у него и есть. Здесь, конечно, человек может быть где-то далеко от вас, и он думает о вас, он хотел бы каких-то перемен, но вот что-то прикладывать к тому, чтобы эти перемены произошли, да, ну, он больше ждет, когда вот судьба просто начнет быстро менять вашу ситуацию. Больше вот такого, скажем. Ну, давайте посмотрим сейчас, что между вами. Видите, сама судьба вышла, меня услышала карта. Так, здесь, конечно, кармические уроки вы, скорее всего, проходите в ваших отношениях. Это может быть и тяжело очень, да, тяжело. И что-то произошло в прошлом такое, прям, может быть, вплоть до разрыва отношений. Очень такое тяжелое и, может быть, болезненное. Но колесо фортуны вышло в прямом положении. И оно говорит о том, что сейчас эта ситуация будет меняться. Колесо повернется в сторону того, что ваши качели потихоньку будут уходить. Да? То есть качели, они вот то в одну, то в другую сторону. А теперь они замедлятся и, возможно, сойдут вообще на нет. То есть здесь карты показывают, что судьба поворачивается сейчас в данный момент в другую сторону. У вас может быть появиться какой-то росточек в ваших отношениях, заново, да, построить. Ну вот он, может быть, даже мечтает, ну, думает о том, что надо бы написать вам, позвонить, появиться сюрпризом, да, каким-то образом к вам. И, возможно, начать заново эти отношения. Колесо фортуны обязательно вам поможет. И здесь опять-таки вот я вам даю такую подсказку для того, чтобы положительная энергетика входила в вашу жизнь. Относитесь проще к тем ситуациям, которые у вас произошли в прошлом, да, то есть если были какие-то очень болезненные ситуации, тяжелые ситуации, ваши уроки какие-то вы проходили, да, вы всегда должны доверять высшим силам, что эти уроки нужны были только для того, чтобы вы изменились, чтобы вы помудрели, повзрослели, да, и тогда, видите, как подарок, колесо фортуны в прямом положении поворачивается в вашу сторону. Давайте посмотрим его действия будущее. Будет ли он их делать? Да, этот человек будет бороться. Вот кто вам мешал, кто где-то у вас были какие-то проблемы в отношениях, да, они были, может быть, это связано с тремя какими-то лицами, и лицами, может быть, даже которые повредили вашей любви в прошлом. То есть здесь речь, конечно же, о подарках судьбы, когда невинно пострадавшие люди, да. Вот. Здесь карты хорошая позитивная энергетика идет в том, что этот человек будет бороться за ваши отношения, за вашу любовь и победит обязательно те препятствия или тех лиц, которые вредили вам в прошлом. Вот такой вот расклад получился. И давайте посмотрим следующий. Что нам расскажет король чаш? Итак, если вы в его голове сейчас, что нам карты расскажут? Ой, какая карта хорошая. И все карты, смотрите, какого позитивного значения, да. Ну, человек вообще, конечно, здесь дама не выходит, но здесь король, вот ваш король, он думает только самое хорошее о вас, в вашем направлении. Он, да, может быть, проявляет умеренность или боится где-то неправильно сделать шаг, но он думает о вас все только только как о человеке красивом, достойном, который такой вот, знаете, который ему дает успокоение, так вот скажем, да, именно с вами он чувствует себя, ну, как величественно, как-то вот
успокоенным, да, но не дотягивает пока он до определенных своих высот для того, чтобы, например, контролировать какие-то вот ситуации в своей жизни. Он еще пока не совсем умеет держать определенное равновесие для того, чтобы ему стать победителем. Победителем в том плане, что, например, иметь больше уверенности в ваших отношениях. Где-то он, скорее всего, не уверен, что у него с вами что-то получится. Вот здесь есть такое, где-то проявляет осторожность. Давайте посмотрим сейчас, что у вас. Тоже карта суда, смотрите. Сейчас у вас то, что вы проходите так же, как и предыдущий король, да, может быть, одна стихия просто, кармические какие-то проблемы в вашей жизни. И колесо фортуны, оно отвернулось где-то от вас, да, для того, чтобы вы прошли вот эти уроки. Но здесь карты показывают, что вам обязательно помогут высшие силы пройти все уроки, которые были связаны с тем, что, может быть, перемен в ваших отношениях не было в лучшую сторону, в том, что у вас все валилось из рук, что вы чувствовали, что колесо фортуны вам не улыбается, да. То есть, ну, где-то вообще вот потеряли связь с судьбой, возможно, да, иногда так вот бывает, что не чувствуешь, что вас ведет где-то судьба, иногда чувствуешь, иногда нет, и вы где-то вот это потеряли. Может быть, вы думали, что ваша встреча не случайна, а в итоге она, ну, оказалась такой, что просто вас судьба как-то разъединила. И вы этим самым кому-то из вас, скорее всего, ему, потому что здесь мы его выложили, а вы не вышли, да, ну, женщины нет здесь. Здесь ему именно нужно пройти какие-то уроки и понять, что ценно в его жизни, что нет, да, вот как я уже сказала, что он еще не настоящий маг, не в полной силе, он еще не победитель, не в полной силе, но у него есть такие задатки. Ему нужно, конечно, обрести еще более, ну, как бы вначале суметь достичь какого-то уровня победителя, да, чтобы самому себя чувствовать победителем. Потом он тогда уже и станет магом, и добьется того, что у него не будет выливаться эмоции через край. Научится себя контролировать, да. Ну и давайте будущее его действия посмотрим. Да вот он, королеве чаш будет своей любимой женщине идти. Но королева чаш-то, она недовольна им. Угу. Смотрите, он, скорее всего, где-то далеко от вас. Он вас, может быть, покинул, да, бросил где-то. Между вами где-то были качели, или он не был уверен в ваших отношениях. И, видите, просто взял и отправился в другие горизонты. Он от вас отвернулся, вот вы были одним из его жезлов, он от вас отвернулся и, может быть, сменил место жительства или отправился куда-то, ну, как бы отдалился от вас, да, вот здесь такой момент. Давайте я еще одну карту возьму, хотелось бы узнать, раз уж королева жезлов, чаш здесь вышла, хочу узнать, что в итоге-то у вас будет. Ну, вообще будет передых какой-то в ваших отношениях. Если была борьба, то будет перерыв. Здесь все об отдыхе. Здесь пока все об отдыхе. Вам, видимо, дается сейчас период отдохнуть друг от друга, да? Понять, что каждому из вас нужно, какого человека вам нужно. Может быть, ну, здесь вот все говорит о том, что сейчас идет перерыв в отношениях, и карты неплохие, но пока не видно, что будет дальше. Мы на ближайшее время смотрим. Давайте дальше посмотрим. Следующего короля, это короля жезлов, стихии жезловой. Итак, если вы в его голове сейчас, вот вылетела такая карта,
карта тяжелая, карта башни. Как-то разрушено что-то, отношения разрушены. Нет страсти, да, вот такого плана. И посмотрим, есть ли вы в его голове сейчас. Ух ты! Ну, если вы себя верховной жрицей ощущаете, то есть, конечно же. А верховная жрица, это может быть, конечно, вы есть. Я уже по этим картам вижу, что вы точно есть в его жизни, в его голове. Эти карты могут показывать на тайные отношения, да, которые между вами. И он хотел бы, ну, как бы взять на себя где-то ответственность за те, может быть, какие-то конфликты, которые между вами были, какие-то эмоциональные такие стычки. Он сейчас думает о своей верховной жрице, о женщине, которая ему очень нравится, которая, по его мнению, создавала мир и покой для него, да, и он хотел бы вот просто взять только вас, да, может быть и детей каких-то, если между вами дети, и отправиться туда, может быть даже, знаете, не то что отправиться, а закрыться от всех или найти ту тихую гавань, которая вас укроет от всего, да, может быть спрятаться по верховной жрице, спрятаться от всех. Он хочет мира, хочет уединения, успокоения. Вот у него сейчас такие мысли. И именно с вами. Давайте посмотрим, что сейчас у вас. Карта страсти выходит. Выходит карта страсти, и здесь, конечно, есть и те лица, которые, может быть, вам мешают, это может быть ваши родственники, или же у него есть какие-то еще отношения, да, может такой момент быть, или у вас. Здесь карта браков используется также, здесь также отношения родственные, есть такого плана, да, момент. И вот это вот все, как бы оно вроде бы и есть, но карта Луна в данной колоде плохая карта, скажем так. И она, ну, ее можно по-всякому трактовать, но в данном случае, конечно, она не перевернутая, но говорит о том, что шаг влево, шаг вправо, и у вас может все, что, ну, как бы ваша страсть разрушится, ваши отношения разрушатся, да, с кем-то. Ну, вот, как я говорю, это может быть и брак. Либо у вас, либо у него. Здесь есть вот такие препятствия. А он хотел бы уединения именно с вами. Ну, давайте будущие его действия посмотрим. Ага. Корни здесь влияют. Огромное значение на ваши с ним отношения. Что-то у него теряется. Что-то у него теряется от тех обстоятельств, которые сейчас происходят в жизни всех людей, да, то есть внешних обстоятельств здесь у него идут потери, какие-то вот опасные перемены такого плана, и все может меняться очень быстро. Все может очень быстро. Он сам может все очень быстро поменять в своей жизни, если захочет. Но здесь могут еще и внешние обстоятельства очень сильно повлиять на его действия, понимаете? То есть в голове он вас, может быть, и держит, но под внешними обстоятельствами он может все резко изменить в своей жизни. Давайте посмотрим итог все-таки. Здесь эмоции будут биться через край, какие-то будут влияния и где-то даже негативного характера, да, и это могут быть и со стороны родственников, и внешних обстоятельств. Вот я здесь вижу очень такие резкие карты, мечевые карты идут, потеря умеренности, потеря, видите, стабильности идет. Вот он хочет этой стабильности, которую вы ему можете дать, а у него в жизни этого нет из-за тех обстоятельств, которые у него, как говорится, в жизни есть. В такой момент. То есть он как бы вот может даже где-то начинает тонуть, но не в буквальном смысле, да, а в том, что у него сейчас в жизни происходит. К сожалению, вот такой момент есть.
Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии и всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Пишите в комментариях, как у вас что резонирует или что вы хотите взять конкретно из моего расклада для себя. До свидания.